Приветствую вас на канале Польза.com. Сегодня, насколько могу подробно, я расскажу вам все, что мне удалось узнать о умных часах Amazfit Bip. Разбавляя информацию своим мнением, это не быстрый формат видео, так что располагайтесь поудобнее и слушайте. Кстати, на канале 3 конкурса, не стану вас сейчас задерживать, разыгрываю Mi Band 3, Amazfit Bip и Ana 3. Начну с того, что не первый раз покупаю эти часы друзьям и себе, и купил на конкурс бело-серые часы. Именно их я и разыгрываю. А от товарища черные. Про упаковку говорил не раз, приятная на ощупь, красивая и надежная. Теперь про сам аппарат. Amazfit Bip построен из термопластика медицинского класса, известного как Макролан. Существуют различные виды Макролана, и я не знаю конкретно используемого вида у бипов, кроме того, что он выглядит довольно устойчивым к царапинам и долговечным. У меня пока они не царапались, а это уже не первые мои бипы. По цене вы можете найти от 3500 рублей его до 7000 рублей, в зависимости от вашей настойчивости и желания. Похожих часов в одном ценовом диапазоне с бипами не существует. Кратко по характеристикам. Водонепроницаемость IP68, срок службы батареи 45-дневный режим ожидания, 30-дневное стандартное использование, размер и тип батареи. Литий-полимерный аккумулятор на 190 мАч. Внутренности неизвестный процессор, но более чем вероятно система MediaTek MT2523. Экран 176 на 176 пикселей, плотность пикселей на дюйм 194 ppi, трансфлективный ЖК-дисплей. Например, у Sony SportWatch 3 такой же. Покрытый покрытием Gorilla Glass. Xiaomi Amazfit Bip работает так же, как большинство фитнес-трекеров. Он измеряет пульс, шаги, дает уведомления со смартфона, отображает погоду, указывает на магнитный север и многое другое. Одной из лучших особенностей Bip является интегрированный GPS по низкой цене. Встроенный GPS отличается от подключенного GPS тем, что не требует сопряжения смартфона для отслеживания вашего местоположения. Вместо этого он полагается на внутреннее устройство GPS. Точность сравнивается аналогично GPS внутри самого смартфона, очень высокая, и у меня вообще расхождений на километры не было. Дисплей. Технология трансфлективного отображения. Что это значит? Экран Bip читается в дневное время. В полной мере только горстка носимых устройств выглядит так же хорошо на открытом воздухе, как и в помещениях, как и бипы. И это потому, что они используют малоизвестную технологию, известную как трансфлективный дисплей. Ключевой компонент трансфлективного дисплея – трансфлектор, полимерная пленка, которая отражает и пропускает свет одновременно. Трансфлективный жидкокристаллический дисплей – это жидкокристаллический дисплей, который как отражает, так и использует его, светится самостоятельно. Термин образован от английских слов пропускать и отражать. Transflective, transmissive плюс reflective. При условиях яркой освещенности, например при дневном свете, такой дисплей функционирует в основном отражая свет, с контрастом соответствующим освещенности. В условиях слабой освещенности или темноте включается подсветка ЖК-дисплея. Метод зарядки. Фирменный Pogo Pin кабель, тип ремешка 20 мм, совместим с большинством часов, включая металлический магнитный ремешок и другие, очень удобно снимается. Размер, вес, конструкция. 1,29 дюйма экран, весят часы 31 грамм вместе с ремешком, с пластиковым корпусом из поликарбоната медицинского назначения. Пакеты датчиков. Фотоплезимография, ППГ, скорость, трехосный акселерометр, позиционирование GPS GLONASS, отслеживание сна с помощью акселерометра, магнитный датчик и барометр, плюс еще пакет датчиков вибрации. Пакет датчиков в Amazfit функционально идентичен тому, что я видел в большинстве других умных часов и смартфонов. Стандартные осевые датчики, трехосевой акселерометр и магнитометр, и барометрический альтиметр. Как и многие смартфоны, калибровка магнитометра требует простого поворота часов по восьмерке. Для калибровки требуется всего несколько секунд, если вы не находитесь рядом с большим источником электромагнитного излучения. Датчик пульса, датчик фотоплезимографии, ППГ. Внутри Bip считывает частоту сердечных сокращений с использованием света. Он излучает зеленую длину волны фотонов, которая ударяет по вашей коже и возвращается назад к датчику. Он читает поток крови и вычисляет средний сердечный ритм. К сожалению, этот метод не является совершенным. Датчики сердечного ритма ППГ, как известно, не точны по сравнению с датчиками электрокардиографии ЭКГ. Я не советую ему доверять при нагрузках, но в покое он относительно точен. Его точность зависит от множества вторичных факторов, таких как условия освещенности, плотность ремня, волосы, тонус кожи, пот и другие экологические и биологические переменные могут влиять на точность датчика. Но это эндемично для технологии, и все устройства страдают от этой проблемы. Тем не менее, для тех, кто нуждается в медицинской точности, вам лучше будет с устройством ЭКГ, например, с грудным ремешком для груди H10 от Polar. Для блокировки GPS требуется около 20 секунд, прежде чем определить местоположение. Это на самом деле намного дольше, чем смартфон, но большинство пользователей не заметят времени задержки. На рынке фитнес-трекеры либо автоматически считывают ваше местоположение, либо вам приходится делать это вручную. Бипы нужно активировать вручную, преимущество ручной активации. Вы включаете приложение, начинаете, допустим, бежать, после того, как вы останавливаетесь, трекер останавливает замер и оповещает вас об
об этом. Самая большая проблема с ручными трекерами заключается в том, что пользователи часто забывают закончить тренировку, которая истощает батарею, портит все собранные данные. Автоматические трекеры постоянно регистрируют ваши биометрические данные, что делает их более разумными и безопасными. В целом я рекомендую автоматические трекеры в ручном режиме, такие как BIP. Компромисс, однако, заключается в том, что автоматические трекеры обычно страдают от плохого или посредственного срока службы батареи. Как и другие бюджетные фитнес-трекеры, MS BIP — это ручные часы активации по большей части. В то время как BIP автоматически не определяет начало сеансов упражнений, он чувствует, когда пользователь перестает двигаться, когда он не находится в движении. Когда он не находится в движении, он может автоматически приостанавливать сеансы упражнений. Для примера, я ехал на велосипеде, слез с него, и бипы сами через секунд 10 остановили отсчет активности, оповестив меня об этом вибрацией, чтобы пользователь знал, что сеанс упражнений остановлен. Это особо важно, потому что оно автоматически запускает отслеживание GPS. Когда вы устанавливаете начальную точку упражнений, GPS может уничтожить батарею ваших часов до нуля менее чем за день. Наука о сне вращается вокруг средних значений. Средний человек идеально спит около 8 часов в сутки. Этот цикл сна регулируется биологическим процессом, известным как циркадный ритм. Этот процесс включает в себя 3 цикла: глубокое, легкое и случайное движение глаз (REM), фаза быстрого сна BDG, REM-фаза, это по-английски REM, это Rapid Eye Movement, фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок. Во время глубокого сна и сна REM тело перестает двигаться. Во время легкого сна вы слегка двигаетесь. Основываясь на количестве движения, BIP может отслеживать вашу фазу сна путем движения. Некоторые носители, такие как Basic B1, могут определять все 3 фазы сна. К сожалению, BIP использует только акселерометр для обнаружения движения, поэтому он ограничен только обнаружением движения и неподвижности. Это означает, что он не может различать REM и глубокий сон. Разница между сном в REM-фазе и глубоким сном проста. Частота сердечных сокращений увеличивается во время REM. BIP теоретически должен быть способен определять REM-сон, потому что он включает в себя непрерывный датчик сердечного ритма. К сожалению, эта функция не была включена, и я подозреваю, что она никогда не будет. Он проверяет пульс только раз в минуту. Найду решение проблемы, напишу в комменте. Если вы ищете глубокое отслеживание сна, BIP все-таки не для вас. К сожалению, заметным минусом является отсутствие интеграции в лидирующую в отрасли программу компании Strava и собственной службы HealthKit от Apple. Если недостаток HealthKit понятен, учитывая, что он принадлежит Apple, отсутствие поддержки Strava — это черная метка. Я должен отметить, что Xiaomi, вероятно, добавит поддержку Strava в будущем, как они добавили поддержку своего Amazfit Pace. Есть способы выгрузки в Strava информации с часов BIP. Кому нужно, я скину либо ссылку, как это сделать, либо напишу в отдельное видео, хотя я не считаю это разумным. Теперь немного о приложении. Приложение Mi Fit страдает от ошибки подключения. Частое отключение Bluetooth вашего телефона может нарушить соединение Amazfit BIP с телефоном. Когда эта ошибка возникает, включение Bluetooth снова не восстанавливает соединение. Чтобы повторно подключиться, иногда приходится вручную удалять Amazfit BIP из приложения Mi Fit, а затем возобновлять процесс сопряжения. В последнее время, правда, таких проблем я не наблюдал. Точность датчика сердечного ритма Amazfit не идеальна. С положительной стороны, его внутренняя точность кажется в пределах 1 или 2 ударов в минуту. У меня нет ремешка для измерения частоты сердечных сокращений, доступного для сравнения, но в целом показания тонометра были, как правило, как и на бипах. Датчик сердечного ритма ППГ требует герметичности и темноты, чтобы получить точное считывание. При сжатии до дискомфорта показания кажутся более точными, хотя и отрывочными. То есть, чтобы вы точно знали пульс, нужно их сильно затягивать. В отличие от большинства бюджетных или наручных трекеров, BIP может работать в непрерывном или прерывистом отслеживании пульса. В рамках своего ценового диапазона эти функции делают его одним из лучших носимых устройств на современном рынке. Напоминаю, 45-дневный срок службы аккумулятора является точным, хотя это все время ожидания. Собственно, 30-дневная оценка времени работы Xiaomi со средним уровнем использования. Это правда, что со стандартными настройками по умолчанию BIP живет месяц, но это означает, что вы не используете функцию GPS или непрерывное отслеживание сердечного ритма. При использовании около часа в сутки GPS срок службы батареи составляет около 10 дней. После 5-дневного использования батарея в среднем разряжается на 50%. Тем не менее, это отличный результат для устройства с отслеживанием местоположения Bluetooth, автоматического отслеживания сна и датчика частоты сердечных сокращений ППГ. В своем видео, как вы заметили, я показываю, каким образом можно менять циферблаты на специальные. Потом я показываю, что есть в программе Mi Fit и что конкретно есть в часах. Особо описывать это не вижу смысла, потому что у меня есть несколько других обзоров, скажем так, они более частные. Это скорее уже информация для тех, кто размышляет над покупкой BIP, но имеет образование выше среднего. Большинство устройств с аналогичными функциями работают менее недели. Все функции вы наблюдали во время видео уже не раз. Через пару дней сравню с яблочными часиками второго поколения. К справке о функциях: свайп наверх — это режим DND и значит не беспокоит, либо автоматически, либо вручной.
Напоминаю, что на канале 3 конкурса, не стану вас задерживать сейчас. Разыгрываю Mi Band 3, Amazfit Bip и Anna 3. В прикрепе написано, каким образом их можно получить. Подписывайтесь, ставьте дизы и лайки. Спасибо за просмотр и удачи вам, дорогие друзья.